Итак, всем привет. Поскольку я очень часто слышу, какое же Кейджетроник говно, не едущее, не заводящееся и так далее и тому подобное, хочу в этом видео конкретно поговорить о настройке вот этой вот коробочки, что называется регулятор управляющего давления, и собственно от него идут все проблемы. Кто говорит, что он не настраивается, кто говорит, что диапазона регулировки не хватает, ну, собственно говоря, не хватает тут не диапазона регулировки, а мозгов. Поэтому, собственно, это видео я и снимаю. Значит, настраивать мы будем вот эту вот коробочку. И сейчас я все подробно постараюсь показать. Собственно, вот я его разобрал. Значит, вот этот вот клапан, пятак, который, собственно говоря, и прикрывает поток горючки, повышая, получается, управляющее давление. Здесь биметаллическая пластина. Сидит она вот на этом штоке. Вот там шток. Она отвечает за холодное давление. Она сопротивляется пружине, тем самым не дает закрыться клапану до конца. Ну, как закрыться, он до конца и не закрывается, собственно говоря. Собственно говоря, это достаточно сложный редуктор давления по своей конструкции. Значит, вот этот вот клапан, он закрывается вот этим вот штоком. На шток воздействует пружина через вот эту вот тарелочку. Значит, что нам надо сделать? Для того, чтобы нам получить диапазон регулировки, нам нужно вот этот вот пятак. Вот этот вот пятак. Вот он. Его нам надо вытолкать наружу. И нам нужно вытолкать наружу вот этот вот шток. Снимаем мы пластину. Вот мы ее сняли. У меня губки тисков, вот они расположены вот так вот. То есть они не мешают пятаку выходить, но тем не менее держат рут. Берем подходящую по размеру головку. Потому что если вы будете стучать по нему где-то сбоку, он выйдет криво, и вы испортите посадочное. Достаточно где-то примерно 1,5 миллиметра, чтобы он вышел. Ну вот примерно так. Ну и на этом все, в принципе-то. Дальше нам нужно осадить вот этот вот шток, на котором держится пластина. Для этого мы обязательно на него накручиваем гаечку, обязательно, чтобы не попортить нам резьбу. И также его где-то на 1,5 миллиметра, но можно чуть побольше. Ну вот где-то так он вровень получается примерно. Значит, наша задача в чем заключается на данном этапе? Чтобы на клапан действовала только пружина, а пластина у нас,
она будет находиться в свободном состоянии. Она никак не будет участвовать в образовании давления на клапан. Она не будет сопротивляться пружине. Значит, сейчас все собираем обратно. Смотрим, чтобы пластина у нас была ровненько, чтобы она без перекосов была. Вот, видите, она у нас ровненько. И дальше все остальное мы собираем. Ставим шток. Шток у нас должен быть немножко в смазочке, потому что иначе он будет вываливаться. Ставим тарелочку. Вот она у нас свободно ходит, эта тарелочка, то есть вот она вот. Пружина, пластина, она у нас не задействована. Ставим сюда пружинку. Закрываем все крышечкой аккуратненько. Ну и смотрите. Вот у меня вылезла прокладка. Сейчас я ее поправлю. Вот. Значит, ставим пружину. И вот у нас какой зазор получается между крышкой вот этой вот и корпусом. То есть вот. Он должен быть минимальный, чтобы у нас пружинка, она только чуть-чуть давила на клапан. И дальше мы это все заворачиваем. Так, не с той стороны ставим. Все готово. Дальше нам нужно будет его поставить на машину. Итак, момент установки я опустил. Ну, собственно, мы ставим все это дело на машину. Вот оно у меня уже поставлено. Чтобы нам регулировать все это дело, нам совершенно не нужно запускать двигатель. Достаточно установить перемычку на насос. Вот сюда. Так, что у нас тут? Это у нас контакт 87 и контакт 30. Берем, ставим перемычку. И насос у нас включается. Вот он включился, давление начало подниматься. Так. И мы видим, что у нас давление не поднимается.
Оно сейчас в данный момент составляет около 0,3 атмосферы. Что нам нужно сделать? Нам нужно установить горячее давление сначала. Для этого мы вот этот вот пятак будем сейчас вбивать внутрь. И внимательно следить за манометром. Вот оно начало подниматься. Чуть-чуть, аккуратненько. Тук-тук-тук. Давление у нас в случае 102 двигателя 2,3 литра, 102,980 его обозначение, оно должно быть 3,4. Так, стучим дальше. Аккуратненько, главное не перестучать. Перестучим, нам снова разбирать руль. Чуть постучали вот так вот по руду. Чуть-чуть еще, чуть-чуть совсем. В данный момент у нас вот оно давление 3,4 атмосферы. Дальше. Ничего не выключаем. Начинаем стучать уже по другому месту. По штоку пластины. Нам нужно скинуть давление до холодного. Немножко перемещу камеру, чтобы вам было видно, где именно я стучу. Будет тут видно, где я стучу. Проводов у меня полным-полно. Вот. Видно, да? Видно. И я не показываю, где именно у нас давление сейчас находится. Давление сейчас находится 3,4. После того, как постучу, я вам покажу, что оно будет ниже. Стучим по штоку пластины. Немножко неудобно. Пластину я выколотил слишком далеко. Опа! Черт подери. Я его слишком сильно скинул. Значит, в этом случае, если слишком сильно перестучали, нужно снова будет разобрать рут и выколотить пластину. Пятак мы уже в этом случае не трогаем. Сейчас. Так, вот я слишком сильно перестучал. Вот давление опять куда-то, фиг знает куда съехало. Сейчас будем исправлять. Так, вот я переставил камеру, чтобы вам было интереснее наблюдать за давлением. Я думаю, что стучать я показал уже куда надо. Значит, выстучил обратно я шток пластины. Включаем насос. И мы видим, что давление что-то у нас поднимается, шкалит. Куда оно шкалит вообще? Что мы видим-то, непонятно.
Это что такое-то? А, ну да, все правильно. Вот оно у нас поднялось. Оно шкалит, потому что я же уже настроил холодное давление, правильно? Значит, поскольку я сейчас выстукивал пластину, ну, можно чуть-чуть поднять горячее давление. Чуть-чуть его поднимаем. Вот мы ему до 3-4 довели. Сейчас мы будем его опускать. Значит, при такой температуре для данного двигателя, при таком раскладе для данного двигателя, температура сейчас на улице где-то около 0. Должно быть давление, я думаю, что 0,8, но поскольку у нас заслонки дополнительные для воздуха не устали, и они не открываются до конца, значит, это будет нам очень и прям очень много. Смесь будет очень прям богатая. Вот она пошла вниз. Поэтому буду ставить я 1 и 2 где-то примерно, чтобы смесь не была слишком богатая. Вот оно, давление опускается сейчас. Ну вот, собственно, настройка регулятора управляющего давления завершена. Включаем насосы, и мы видим, что начинает расти давление, и это абсолютно нормально. Можно еще подождать и посмотреть, когда оно упадет в системе. Но, в принципе, если у вас оно вот так вот держится, ну, вот оно начинает немножко падать. Это тоже, в принципе, нормально. Подкачка насосом после поворота ключа у нас это все дело скомпенсирует. И все будет нормально. Итак, в принципе, все.